ICR топ-40. Данная база появилась на рынке меньше месяца назад, и я смог ухватить себе один экземпляр. Вообще 40% клавиатуру это не что-то запредельно необычное и новое. Данный формат клавиатур существует уже довольно давно, но не переключайтесь, мне есть что вам рассказать о ней. Для чего, собственно, нужна 40% клавиатура? В первую очередь, совершенство 40% клавиатур это их компактность. Она помещается в любой рюкзак, и с ней можно смело отправляться в любые поездки. У данного формата есть одна очевидная проблема, и думаю, мое русскоязычное комьюнити уже знает, о чем я. Но мы к этому вернемся чуть позже. Первое, что бросается в глаза, это отлично сделанный корпус. Он выполнен с изначальным наклоном в 5 градусов, что является идеальным для печати, по крайней мере для меня. Это решение обосновано тем, что это позволит отказаться от использования ножек на бэкплейте. Все для той же компактности. Материалы, используемые для корпуса, это акрил с пескоструйной обработкой. На самом деле, довольно интересная текстура, благодаря этому подсветка получается невероятно яркой и равномерной. К минусам можно отнести лишь тот факт, что корпус довольно маркий и собирает на себе отпечатки, которые довольно тяжело убрать. Но при условии, если включена подсветка, отпечатки вовсе не видны. Но лично мне больше нравится акриловый корпус, который был выполнен в клавиатуре от тех же Akka, ACR Pro LS Plus. По ощущениям, корпус на этой клавиатуре значительно более гладкий и менее маркий. Но второе, скорее всего, зависит от цвета, потому что она черная. Силиконовая шумоизоляция на дне корпуса плотная. Кусок силикона сделан очень добротно, с вырезом под кабель, что очень приятно и удобно. Шумка между платой и плейтом выполнена из AXPE. Один из самых звукопоглощающих материалов, который в основном используется для глухого звучания клавиатуры. Или в простонародье так называемый цок. За такое я отдельно ставлю им класс в Одноклассниках. Также из этого материала выполнены свитчпады. Свитчпады это специальная шумоизоляция, которая кладется на плейт, создавая прослойку между свитчами и PCB. Плейт выполнен из поликарбоната, что также дает более глухое звучание клавиатуры. Но лично я бы предпочел алюминиевый. Надеюсь, что в будущем его добавят в комплект поставки. Также интересен в этой клавиатуре не только ее миниатюрный формат, но и ее строение. А это топ-маунт с силиконовыми проставками на местах, где вкручиваются винты. Это чем-то похоже на gasket маунт, который используется в клавиатурах для получения большей гибкости и большей глухости всего строения. Но в данном случае отсутствует так называемое ощущение bouncy тайпинга. Это когда клавиатура как будто отскакивает в изначальное положение при печати. Но, честно говоря, данный топ-маунт мне нравится даже больше gasket маунта. По той причине, что конструкция одновременно достаточно жесткая и достаточно мягкая. Это что-то типа среднего. Также эту конструкцию называют бургер маунт. Ну, типа бургер посередине плейт с двух сторон, как булки, типа силиконовые проставки. Okay. Стабилизаторы в данной базе выполнены из даблшот POM ТПУ пластика. И что меня приятно удивило, скобы стабилизаторов оказались достаточно ровными с завода. А это, чтобы вы понимали, большая редкость. Длина клавиатуры составляет 255 мм, ширина 100 мм, высота в пиковой точке 35. Совсем забыл сказать о том, сколько она стоит. На данный момент ее цена составляет $90, а для русского рынка она стоит 8699 рублей. Короче, на монтаже вставишь потом цену. Кстати, по ссылочке в описании вы от меня получите небольшую скидочку на эту базу. Что насчет комплекта поставки? Ну, очевидно, в него входит сама клавиатура, спиральный кабель. Кстати, очень неплохого качества, плотный, форму держит, все ништяк. Свитч-пуллер, шестигранник, винтики, запасные силиконовые проставки. В общем, запас есть, если что-то потеряется или сломается, всегда можно будет заменить. Ну, а также кей-пуллер. По сути, не густо, но достаточно. В первую очередь, 40% клавиатуры – это создание собственного лейаута. Данная клавиатура поддерживает QMK VA, это что-то напоминающее софт для обычной клавиатуры, но намного более обширный и с парочкой очень интересных функций, или, если вам так угодно, макросами. Вот так выглядит мой лейаут. Для печати на английском языке я использую полностью стандартную версию расположения клавиш. Тут вопросов, думаю, не имеется. А вот для печати на русском языке мне пришлось выполнить сальто, прыгая с гаражей. На русской раскладке не хватает 3 букв. Это Х, твердый знак и Э. И для решения этой проблемы подходит замечательная кнопка FN. Да, та самая кнопка, о предназначении которой вы узнаете спустя пару лет пользования клавиатурой. Как это сделал мой оператор.
При зажатии кнопки FN я временно перехожу на другой слой для набора необходимых символов. Многие скажут, а зачем тогда тебе эта клавиатура, если на ней даже печатать неудобно? Ну, купил бы стопроцентный формат. Знаете, как я вижу тех, кто так говорит? Лично я уже для себя определился, для чего ее можно использовать. И это для шутеров. Скомбинировать раскладку очень легко, и единственной сложностью для игры на этой клавиатуре является отсутствие цифрового ряда. Решение по устранению проблемы с отсутствующими цифрами подоспело довольно быстро. В целом, для полноценной игры достаточно иметь две цифры. По крайней мере, в моем случае это тройка и четверка. На тройку я убираю оружие, на четверку я лечусь. Поэтому наилучшим решением для меня было переназначить буквы, находящиеся в нижнем ряду. То есть это C и B. Изначальная идея состояла в том, чтобы все находилось достаточно логично и не заставляло задумываться, где находится та или иная кнопка. Единственная сложность заключается в том, что вам необходимо запомнить все ваши бинды, и что не менее важно, привыкнуть к их расположению. В общем, про 40% layout это вот то самое ощущение того, что раскладка подходит именно для вас и ни для кого более. Потому что случайный прохожий, столкнувшийся с такой клавиатурой, очень навряд ли поймет, где и что находится. Большие клавиатуры, они как бы лишены таких возможностей, вот лишены такого ощущения, что она вот только для тебя. Маленькие клавиатуры напоминают квест, в котором нужно собрать все необходимые для вас клавиши для достижения внутренней гармонии при игре. В доте играть на инвокере так легко еще не было никогда. Итак, мы плавно переходим к самой важной части, а это компоненты кастомизации. Для данной клавиатуры я выбрал линейные переключатели AKCS Snow Grey. Это линейные свечи с весом нажатия 43 грамма. Это отличный вариант для гейминга, особенно если учитывать немного укороченную активацию нажатия до 1,9 мм. Данные свечи имеют 5-пиновое подключение, потому перед покупкой обязательно проверьте, совместима ли ваша клавиатура с 5-пиновыми свечами. Для тех, кто не знает, дополнительные две ножки на свечах позволяют переключателям сидеть в контактах более жестко, исключая качание свеча в плейте. Верхний хаузинг переключателя это поликарбонат, стем выполнен из пластика, нижний хаузинг из полиамида. И да, кстати, это первые 5-пиновые переключатели атака. Кстати, чуть не забыл. Данные свечи имеют удлиненные пружины в 18 мм. Это сделано для того, чтобы возвратное движение было более быстрым. Ощущения очень приятные. Есть небольшой эффект скретча в стоке, но все это легко фиксится, если просто смазать переключатели. Помимо классических манипуляций со свечами, я также проложил фильмы из поликарбоната для еще большей звонкости переключателей и снижения вобла стема. Кейкапами я выбрал Akka UNC Blue профиля MDA. У данных кейкапов очень приятный профиль. Не думал, что после черри формата данные кепки будут восприниматься хоть как-то адекватно, но они мне понравились. Я доволен от того, что это даблшот PBT пластик, так как до этого с подобными кейкапами я вовсе не сталкивался. Все символы отлиты максимально ровно, ощущается просто великолепно. Короче, это явно один из моих фаворитов. Перейдем к моим небольшим усовершенствованиям данной базы. Как я уже говорил, стабилизаторы в данной клавиатуре стоят Doubleshot POM TPU Plate Mount, и они достаточно приятные, поэтому я решил их не менять на PCB Mount. Да, кстати, есть поддержка PCB Mount. И просто оставить стоковые. Потому что по предыдущему опыту работы с ними был доволен результатом. Поэтому я просто смазал их 205 G0 и перматексом. Что насчет моддинга платы? Я полностью отказался от идеи делать тейп-мод. По той причине, что подсветка станет более тусклой, да и весь билд все-таки должен быть звонким. Поэтому из всего вмешательства было необходимо лишь пересмазать стабы со свечами и проложить фильмы. На этом все, моддинг будет готов. Вот вам стоковый звук этой клавиатуры до моддинга и после небольшой модификации.
Как данная клавиатура ощущается в играх? Но по большей части я протестировал ее в Apex. Просто потому что там я тестирую все клавиатуры. Да, пришлось привыкать к новому расположению клавиш, но, честно сказать, это было значительно проще, чем я думал. Уже спустя 1-2 часа игры я уже мог комфортно играть на своем уровне рейтинга. Ну, я имею в виду, мувмент остался прежним. И вот вам небольшой кусок, демонстрирующий, каково играть на данной клавиатуре. Чё, первая выигрышная катка? А, я не могу это сделать, да? Ну, окей. Клавиатура очень милая, с великолепной подсветкой, очень интересным для меня лейаутом. Звук получился очень звонким и чистым. Кажется, я перебираюсь в лагерь Клаки. Стоит ли эта клавиатура своих денег? Я думаю, что да. Качество исполнения и редкий лейаут, особенно среди клавиатур масс-маркета. Но на мой взгляд, если бы она стоила хотя бы на 10 баксов дешевле, она была бы идеальной. А так, 40% по сути это игрушка для энтузиастов, тем, кому нравится поиграться со слоями и прочее. Ткните на кнопку подписаться своим мизинцем, если вам понравился данный обзор. Увидимся!